When writing or speaking publicly about alcoholism, we urge each of our fellowship to omit his personal name, designating himself instead as a member of Alcoholics Anonymous. У вас там большая книга есть? Можете прочитать предисловие к первому изданию, 3-й абзац? Мы призываем всех членов нашего сообщества не называть свои фамилии, обращаясь в устной или письменной форме к публике по вопросам алкоголизма. Можно представиться как член сообщества анонимных алкоголиков. Это? Да. Вот это то, что он пишет. Being an archivist historian, он говорит, что он такой заядлый историк. And a member of many 12-step programs. Заядлый историк и также член очень многих сообществ 12 шагов. That's why I identify myself as Volli, a member of the 12-step community. Поэтому он называет себя, да, Волли, член сообщества 12 шагов. I find it interesting that this book was written. People identify themselves as part of the solution, which was a member of the fellowship, and not part of the problem, like you hear today. My name is Волли, I'm an alcoholic. Да, то есть, когда только сообщество появилось, да, они называли себя и определяли себя как часть решения. То есть они говорили, что я член сообщества, да? А сегодня почему-то люди определяют себя как часть проблем, называя себя «Привет, я алкоголик». Part of the solution and not part of the problem. Так, еще раз, да, мы часть решения, а не часть проблем. Yes, if there's anything I can do to help any one of you find that solution, that's my job. Да, то есть если я могу помочь найти это решение хотя бы одному из вас, да, то в этом и заключается моя работа. This morning or this evening, in your case, we're going to look at the some of the historical aspects of the 12 traditions. То есть сегодня вечером или у нас более утром, да, мы будем, мы хотим разобрать с вами исторические, да, аспекты возникновения 12 традиций. And it's an honor, an absolute honor, to be able to present this material to you. Это, конечно, честь, да, иметь возможность объяснить этот материал вам. In addition to being a sober member of the 12-step community, то есть в дополнение того, что я являюсь трезвым, да, трезвым членом сообщества 12 шагов, with 29 years of sobriety, с 20, в общем, у меня 29 лет. Oh, you're so kind. In 1992, в 1982 I became the archivist for the state of Arizona, USA. То есть это тогда, когда у меня, когда я стал вот этим вот заядлым историком для, штата Аризона, в штате Аризона. In 1994, I was elected to the National Archive Study Committee, reporting to the General Service Office in New York. Так, в 1994 я стал председателем вот этого исторического комитета, да, который заседал в Нью-Йорке. And since 1999, I have been the caretaker of the Dr. Bob and Ann Smith archives in Akron, Ohio. И с 1999 года, да, я ответственный за все архивы, да, и исторические документы о докторе Бобби, доктор Боб и доктор Смит. Dr. Bob Smith and Ann Smith.
Доктор Боб Смит и Энн Смит — это его жена. И этот архив находится в Экрон, Ohio, где, соответственно, жил доктор Боб, где его дом. I have written 4 books on the history of Alcoholics Anonymous and the history of AA's ancestors. Я написал 4 книги. Я написал 4 книги об истории анонимных алкоголиков и также об истории их предшественников. Wrote this one in 1996. Это 1996 год. Titled Back to Basics. Которая называется «Возврат к основам». I wrote it as a history book. Он написал ее как часть, как книгу по истории анонимных алкоголиков. The fellowship saw as a how to get sober book. То есть это книга о том, как стать трезвым. And 700,000 people have been through this program. И 700 тысяч человек прошли в итоге по этой книжке, прошли программу по этой книжке. My first book was the history of the intergroup and central offices in the 1940s. I don't have a copy of that with me. Да, то есть у него это как бы самая первая книжка, это была книжка интергруппы, которую он написал, но у него нет с собой копии. This is book number 2. Да, то есть это получается книга номер 2. This is book number 3. Это вторая книжка, которую мы тоже знаем, да, как слушать Бога. Мы знаем ее, да, как упражнение, которое мы делаем. 2 страницы, а на самом деле эта книжка называется «Как слышать Бога», и здесь 400 страниц. И это все посвящено 11-му шагу и медитации. Yes. No, but you told me that it's all about like meditation, 11 steps, and you kind of elaborated on that exercise, how to listen to God. Yeah, I remember that. Very much so. This is basically how Bill, Bob, and the pioneers took the steps before the big book was written. Да, это то есть включает в себя еще то, как Билл, да, и все основатели сообщества «Анонимные алкоголики» проходили шаги до того, как была написана большая книга. So this is 1936. This is 1946. Это 1936-1946. You mean that it's a... That's the period of time it's written for. Yes, okay. То есть они не были выпущены, да, в 46-м и в 36-м. Эта книжка описывает, что происходило в 1936-м, а это описывает, что происходило в 1946-м. And this one is 2016. А это то, что происходит в 2016 и сейчас. То есть это вот эта новая книга, да? And I believe this is the one that you are using. No? No. Он говорит, что вы используете эту книжку, но вы же используете вот эту. Oh, okay. I'm learning as we go. Okay. Я права, вы же вот эту используете книгу, да? Okay. I see the heads nodding. Okay. Got it. That helps me out immensely. Thank you. Да, это говорит ему. Нужна информация. In addition, I do seminars. Он также проводит семинары. This is 8 hours of history of Alcoholics Anonymous that I did in 1996. Это же 8 часов истории анонимных алкоголиков. Это семинар, который он проводил в 96-м году. I have a sequel to this, which was 8 more hours of history done in 2015. Есть также серия этих семинаров, да, это, которые также были посвящены истории алкоголики, и он проводил их в 2015 году. This is 8 hours on how Bill, Bob, and the pioneers took the steps before the big book was written. Это 8 часов о том, как Билл, Боб
И все основатели АА проходили шаги. Волли говорит об этом 8 часов. Here is 8 hours on sponsorship. Это 8 часов о спонсорстве в сообществе АА. Here's 8 hours on the new book, the beige book. Это 8 часов об истории большой книги. And here is 8 hours on nutrition and the value of eating right in recovery. А это 8 часов на, знаете что, полезное питание. Полезное питание во время выздоровления. То есть он рассказывает о том, как поддерживать свое тело в здоровье. All of this is historically accurate. Это все исторически аккуратно, да, то есть соответствует истории. It may not be what you read in the literature, but this is the history based on 100,000 pages of historical material I have. То есть это, может быть, эта история, которую, что он сказал, что все эти его семинары, они, может быть, отличаются от того, что вы читаете в литературе АА, но они все основаны, да, на именно ранней истории анонимных алкоголиков, которая у него, соответственно, содержится там сотнями страниц, да, учитывая то, что он очень много работал в архиве. And I have several thousand books. И у него по истории несколько тысяч книг. I have 2 storage lockers. Да, он говорит, что у него целых, as big as a house. Да, целых 2 шкафа полных книг, которые, размером с его дом. Just to hold the paper. Да, просто чтобы хранить все документы. I'm not saying that I am an expert in any part of this. I just have a lot of information. Да, он говорит, что я не говорю, что я эксперт, не называю себя экспертом, но у меня есть много информации по этому вопросу. Okay. Oh, and even more importantly, I make no money from the sale of any literature, CDs or DVDs that have my name on them. И я также, то, что очень важно, я не зарабатываю на продаже своей литературы и продаже, да, CD-дисков с моими семинарами. This is my gift to the 12-step community. Это мой подарок, да, сообществу 12 шагов. This is my 12-step work for which I cannot be paid. Это часть 12-го шага, за которую я не беру деньги. Thank you. Спасибо. I know this is a little off topic, but the reason that Back to Basics is so successful is because 95% of this book was not used to take people through the steps. Он говорит, что Back to Basic очень успешен, потому что 95% людей, да, они не использовали эту книгу, чтобы пройти шаг. Oh, here we go. I actually found one. And I've highlighted the paragraphs that were used. И он выделил параграфы, которые использовались для прохождения шагов. And Paragraph you highlighted. what's that? Yeah, but you didn't show them what paragraph you highlighted. Oh, well, we have the 50 key paragraphs somewhere. Okay. Yeah, we'll show that a little bit later. Да, он попозже покажет, какие no, it's right параграфы. here. See, look at all this good stuff we have. Yeah, the 50 key paragraphs that were used to take people through the steps, I have typed up on a sheet of paper. We'll send this to you after the meeting. Так, значит, все параграфы, которые в большой книге использовались для того, чтобы провести людей по шагам, Волли выложил на 2 странички, да, они тут все перечислены, и он вам их пришлет по почте. See, once you take out 95% of the book,
then you can take people through the steps in a couple of hours. То есть, как только вы выкинете 95% книги и оставите только 5%, это вот все, что 5% останется, вам позволит за несколько часов провести людей по шагам. Let's get into the traditions, huh? Ну что, традиции? Yay. Before we get into the actual historical perspective, I want to read a statement that you may not have ever heard of before or seen, but it was written by Bill W. in 1958, and it's titled "The Sole Purpose of an AA Group." The sole purpose. Перед тем, как мы с вами начнем обсуждать традиции, да, и начнем обсуждать исторические моменты, я хочу вам сначала зачитать параграф, да, который был написан Биллом Уилсоном, но о котором вы, возможно, не знаете. Билл написал его в 1958 году, и называется он «Единственная цель», да, группы АА. And he made the statement that taking people through the steps is the sole purpose of a group. Так, и, соответственно, на сегодня, как Волли ее использует для back to basic, да, что я не знаю, если вам видно так, но провести людей по шагам, да, проводить людей по шагам — это единственная цель группы. Ну, в данном случае группы back to basic, да. Единственная цель — это проводить людей по шагам. So you are doing exactly what Bill Wilson wants us to do, which is to take people through the steps. То есть ваша группа делает именно то, что Билл Уилсон, да, хотел, чтобы чем группы занимались, это проводить людей по шагам. I would like to read the sole purpose to you. Он сейчас вам прочитает, да, ну, этот параграф, единственная цель. Sobriety, freedom from alcohol. Трезвость — это свобода от алкоголя. Through the teaching and practice of the 12 steps. Через практику, да, и обучение 12 шагам. Is the sole purpose of AA group. Что является единственной целью любой группы АА. The only purpose. То есть это единственная цель. Groups have repeatedly tried other activities and they have always failed. Группы всегда пробовали, да, заниматься чем-то еще и всегда терпели неудачу. In other words, there are groups that don't take people through the steps, and Bill told us that these groups will fail. То есть, другими словами, существуют группы, которые не проводят людей по шагам. И Билл, да, согласно Биллу, эти группы, ну, они терпят неудачу. If we don't stick to these principles or traditions, Хорошо. Если мы не будем придерживаться этих принципов, или другими словами традиций, we shall almost surely collapse. То есть, соответственно, скорее всего, мы развалимся. And if we collapse, we cannot help anyone. А если, соответственно, мы развалимся, то мы не сможем никому помочь. I commend you for taking people through the steps. Поэтому он призывает вас проводить людей по шагам. Just the way Bill wanted us to. Так, как этого хотел Билл Уилсон. Okay, sole purpose of the group. Так, еще раз, да, единственная цель группы — это провести людей по шагам.
I know, controversy. Да, он говорит, я знаю, это спорно, это, возможно, сразу в вашей голове звучит так. Но... But again, we have the paper trail to prove all this. Но у него есть все документы, чтобы вам это доказать. I make things up. Да, что он это не придумывает. Okay. There will be a quiz at the end. Да, он говорит, что будет в конце тест. We want everybody to take notes. Да, поэтому готовьтесь. Да, делайте пометки. Okay. Now, the 12 traditions, the long form of the traditions was published in the April 1946 issue of The Grapevine. Традиции, да? Мы знаем, что существует длинная форма традиций, и длинная форма традиций была опубликована в журнале Grapevine в 1946 году. Now, the Grapevine is AA's meeting in print. Grapevine — это журнал, да, AA, где печатается информация об AA. And in 1945 and 1946, Bill wrote an essay on each of the 12 traditions. И в 1946 году Билл написал как бы сочинение, да, то есть там были отрывки по каждой из традиций. The short form of the traditions appeared in the October 1949 issue of The Grapevine. В 1949 году в журнале Grapevine появилась короткая форма традиций. And was adopted at the International Convention in Cleveland, Ohio on June 29, 1950. И короткая форма, да, была адаптирована, она была немножко изменена на международной конвенции в Ohio в июне 1950 года. They were written in order to avoid having to write and rewrite and rewrite letters about the same controversies that were going on at the time. Lots of controversy. Да, то есть традиции, да, они были написаны для чего? Для того, чтобы избежать повторений, ответов на вопросы, которые приходили в офис о разных спорных моментах в то время. И вот чтобы избежать этого большого количества информации, которую нужно было посылать, они написали эти традиции. Okay, now this is in the July 1945 Grapevine. Так, это сейчас будет отрывок, который был написан в июле 1945 года в журнале Grapevine. Nobody invented our fellowship. Никто не изобрел, да, никто не изобрел наше сообщество. It grew. Оно выросло само по себе. Trial and error has produced a rich experience. Мы прошли через много ошибок. Again, a lot of mistakes were made along the way. Да, опять, да, повторяем. Много ошибок было сделано на этом пути. Little by little, we have been adopting the lessons of that experience. И мало-помалу, но мы привыкаем к опыту ошибок. First as policy, and then as tradition. Сначала как часть нашей политики, а потом уже как традиция. The process still goes on. И процесс до сих пор продолжается. And we hope it never stops. И мы надеемся, что он никогда не остановится. Remember, this is 1945. И это 1945. Should we ever harden too much, become too rigid? Должны ли мы становиться очень жесткими? The letter might crush the spirit. Это может разрушить духовность.
We could victimize ourselves Мы можем стать жертвами by petty rules and prohibitions. посредством множества правил и запретов. We could imagine that we have said the last word. Мы можем представить, что это последнее слово. We might even be asking prospective members to accept our rigid rules or stay away. Мы даже, возможно, будем просить новых членов принять все наши жесткие правила, идеи или не приходить. May we never act like that. Давайте, пожалуйста, никогда не будем этого делать. Никогда не будем так поступать. Yet the lessons of our experience count for a great deal. Но, однако же, наш опыт показывает немножко другое. A very great deal, we are each convinced. Да, то есть что-то другое, в чем каждый из нас убежден. The first written record of our experience was the Big Book. Первая запись нашего опыта — это была большая книга. So that all started with the Big Book, and now it's how to live together. Because when this was written in 1945, we'd already grown from 100 members to 24,000 members. То есть большая книга, да, это, соответственно, одно из частей литературы, которая учит нас, как нам жить вместе, учитывая то, как мы растем, да, то есть так как в 1939 году сообщество выросло от 100 людей, да, и их стало 24 тысячи. And that is the problem today, living and working together. И, соответственно, проблема, которая на тот момент возникла, да, это существовать вместе и при этом продолжать работу. What had happened since 1939 is the same questions arose again and again. And as a result, the idea of devising clear guidelines for the groups first evolved. Так как эти проблемы повторялись снова и снова с 1939 года, то в результате возникла идея разработки очень понятных рекомендаций для того, чтобы группы могли развиваться. So they collected this information. Они собрали всю информацию, которая у них была. And Bill came to a conclusion. И Билл пришел к следующему заключению. And this is what Bill wrote. A little reflection on these many rules brought us to an astonishing conclusion. То есть размышления о всех этих правилах привели нас к следующему заключению. If all these rules Если все эти правила had been in force, если бы все эти правила были в силе, да, где-нибудь, everywhere and at once, если бы все эти правила были в силе в каком-либо месте и все правила одновременно, it would have been practically impossible for any person to have joined the fellowship. то это было бы практически невозможно ни для кого вступить в сообщество. So we had so many rules that we have no members. То есть, если у нас будет столько много правил, то у нас не будет никаких членов сообщества. Yeah, and Bill wrote about 9/10 of our oldest and best members could never have gotten in. И около 9/10 всех наших членов, они бы просто никогда не смогли вступить в сообщество. So by late 1945, it was suggested that this vast collection of experience be summarized
into a set of principles. И тогда, в 1945 году, они предложили, чтобы вся вот эта огромная коллекция, да, всего опыта, который был собран, чтобы это все было суммировано в небольшую, в небольшой список правил. Не правил, а принципов. And the principles to be addressed. И, соответственно, принципы, которые, да, они хотели включить. Membership. Членство. Group autonomy. Автономность группы. Singleness of purpose. Единство цели. Non-endorsement of other enterprises. Да, взаимоотношения, то есть не включение других учреждений. Я не знаю. Автономность. Ну да, автономность от других учреждений. Professionalism. Профессионализм. Public controversy. Споры с обществом. And anonymity. И анонимность. So those were the basic principles that they tried to address with the long form of the traditions. То есть это были те принципы, которые они постарались, да, описать в длинной форме традиции. Starting in January of 1946, Bill published a series of articles having to do with specific questions that had come up again and again in letters from groups and individuals. В 1946 году Билл опубликовал серию статей, отвечая на вопросы, которые продолжали приходить от групп и отдельных членов сообщества. This is just one example of the controversy. Это один из примеров споров. And this came from Denver, Colorado. И это письмо пришло из Денвера, из Колорадо. And they had two groups. У них было две группы. And they were at war with each other. И у них была война между собой. And the controversy centered around an issue that is still being discussed today. И этот спор, он был о том, о чем-то, что до сих пор возникает на группах в сообществе. Namely, working the steps as a group. А именно, работая по шагам как группа versus hanging out at meetings and doing the steps whenever it feels good. По сравнению с тем, чтобы просто приходить на группу и делать шаги, тогда, когда захочется. The Back to Basics group was called the Big Book Thumpers. То есть группа Back to Basics, да, то есть их называли как приверженцы большой книги. And the Don't Drink and Go to Meetings group was called the Touchy-Feelies. И, соответственно, группы, которые не делали шаги, да, которые просто приходили высказываться, то есть их называли просто как, трогательные чувства, я не знаю, то есть сложно передать, да, touchy-feelies. A lady who led the touchy-feely. То есть женщина, которая вела вот эту группу для людей, которые там с такими вот этими вот трогательными чувствами и эмоциями. Wrote a letter to New York. Она написала письмо в Нью-Йорк. Asking them to shut down the other meeting. И она попросила офис закрыть другие группы. This is the letter that New York sent back. Это письмо, которое Нью-Йорк ей отправил обратно. We certainly appreciate your letter of November 19th in connection with the situation at Denver. Мы очень ценим ваше письмо, которое пришло к нам в ноябре в связи с ситуацией в Денвере.
I am sure you'll agree with me that there are always two sides to every story. Я уверен, что вы согласитесь со мной, что всегда есть две стороны истории. But since we have not heard from the other meeting in quite some time, I do not know what their side of the story may be. Но так как мы ничего не слышали от другой группы в течение долгого времени, я не знаю их часть истории. I'm sure you understand that we here at the New York office Уверен, что вы понимаете, что мы здесь, да, в офисе Нью-Йорк, are in no position to take sides. мы не можем принимать ничью сторону. One way or the other. Да, и не имеет значения, так или иначе. We can only give you the benefit, the experience of other groups throughout the country. Мы можем только поделиться с вами опытом других групп по стране. The controversy continued through 1942, and it was finally resolved when the touchy-feely group went under. И спор продолжался до конца 1942 года, до тех пор, пока группа, где люди высказывались по чувствам, не распалась. Again, that's why Bill was adamant that our sole purpose is to take people through the steps. И поэтому Билл, он очень твердый и как бы решителен по тому поводу, что единственная цель это была проводить людей по шагам. And this started in 1941. И это началось в 1941 году. А что? What did start in 1981? Taking people through the steps. В 1941 году они начали проводить людей через шаги. And people being criticized for doing it. Окей. И соответственно, группы стали проводить людей через шаги, и их же стали за это критиковать другие группы. So we have the history. It goes all the way back. It's nothing new. Да, это все история. Okay, but some of the other controversies from this period of time. И также некоторые другие споры с того времени. Okay, they were called turf wars between gangs. Да, то есть это было мафиозные войны. In Los Angeles, в Лос-Анджелесе, they were selling franchises. То есть они продавали, да, какую-то, сторонние материалы. Just like McDonald's. Типа Макдональдса. You could not start a group unless you paid the mother group. Вы не могли начать группу, если, и не вступить в группу, если вы не заплатили там определенное количество денег. We know how well that worked. Да, но мы все знаем, чем это закончилось. In San Francisco, they tried to secede from AA. In Сан-Франциско они попытались отделиться от And they wanted to publish the big book themselves. И они хотели опубликовать большую книгу сами. They didn't want to send any money to New York. И они просто не хотели деньги в Нью-Йорк посылать. I'm not sure if this is going to translate, but instead of being called Alcoholics Anonymous, they wanted to be called Dipsomaniacs Incognito. И вместо того, чтобы называться анонимные алкоголики, они хотели называться, в общем, маньяки инкогнито, так и есть по-русски. There was a group in the South. There was Alabama, Mississippi. Да, была также группа на юге, Алабамы, Миссисипи. They wrote a letter to New York because they were quite angry. И они написали письмо в Нью-Йорк, потому что они были очень, обозлены. A visitor thought it not a good idea to be drinking beer during AA meetings. Значит, соответственно, кто-то из посетителей решил, что это не очень хорошая идея пить пиво на группе. True story. Да, это все говорит, да, история. And
Bill wrote a very kind and gentle letter back to the group. И Билл ответил тогда очень таким добрым письмом. Explaining that beer was a form of alcohol. Да, объясняя, что пиво это как бы тоже форма алкоголя. And drinking beer didn't help with long-term sobriety. И что пить пиво как бы не поможет, да, чтобы длительно оставаться трезвым. So these are just a few of the controversies that were going on at the time. Это просто несколько примеров, которые были в то время, да, приходили в офис. It got so bad that in September 1945, и все эти споры, они как бы стали уже настолько сильными, что в сентябре 1945-го Bill wrote an article Билл написал статью and made it clear that the fellowship was not going to have a traditions police. И как бы он был очень четок, да, объясняя, что в сообществе не будет полиции по традициям. Because the traditions police were to enforce any edict or code of conduct. Потому что любая полиция, она, соответственно, внедряет, да, какое-то правило поведения. So the article that Bill wrote is titled Rules, R-U-L-E-S. И статья, которую написал Билл, она была названа «Правила», так и была «Правила». Now this is a long article. I'm just going to read a small part of it. Это длинная статья, но я только прочитаю кусочек. But if anybody would like to read all of it, I have every grapevine article since 1944. Но если кому-то нужны материалы, у Волли есть все статьи с 1942 года, он может их выслать в полном формате. Okay. Quote from Bill W. Так, цитата. Were we to proceed by rules, если бы мы могли продолжать, да, используя правила, somebody would have to make them, то тогда кто-то должен был бы их сделать. and more difficult still, И еще сложнее, somebody would have to enforce them. кто-то должен был бы эти правила наложить на нас. Rule-making has often been tried. Но мы много пробовали, да, придумывать правила. It usually results in controversy among the rule makers as to what the rules should be. И это обычно заканчивалось спором между теми, кто делал эти правила, создавал эти правила, о том, какие эти правила должны быть. When we try to enforce rules and regulations, however reasonable, когда мы пытаемся, да, внедрить правила и какие-то регуляции, какими бы они нам ни казались оправданными, a cry goes up. мы слышим крик. Down with the dictators, off with their heads. Да, не нужны нам диктаторы. Да, все, давайте им отрубим голову. Hurt and astonished, control committee after control committee, leader after leader makes the discovery. Да, то есть, соответственно, пораненные, да, и очень обозленные, удивленные все конференции, которые пытаются сочинять это правило, а также все лидеры, они все в итоге приходят к тому. And what did they discover? That human authority seldom works long or well in our affairs. Что когда люди у власти, это очень редко работает долго и хорошо для того, что нам нужно в сообществе. We are the most rugged of individualists, true anarchists at heart. Потому что мы самые
мы сами по себе очень твердые и жесткие, да, люди, которые анархисты в душе. True anarchists at heart. Да. Wow. Bill described AA as a benign anarchy. То есть Билл описал сообщество АА как добрая анархия. When therefore we look to the future, поэтому, когда мы смотрим в будущее, we must always be asking ourselves, мы всегда должны спрашивать себя, if the spirit which now binds us together in our common cause, если дух, который связывает нас в наших общих начинаниях, will always be stronger всегда будет сильнее, than those personal ambitions and desires, чем наши личные амбиции и желания, which tend to drive us apart. которые обычно пытаются нас разрушить. So long as the positive forces are greater, we cannot fail. До тех пор, пока позитивные силы, да, положительные силы сильнее, мы не развалимся. So far, the ties which bind us have been much stronger than those which might break us. То есть до сих пор те силы и связи, которые связывают нас, они пока оставались сильнее тех, которые пытались нас разрушить. So this is a key part of the traditions. И это ключевая часть традиций. It's not personal authority, but divine authority. Это не о личной власти, это все-таки о Боге у власти. То, что у власти. Okay. Like, yes, authority, I don't know. Authority? Yeah, like God authority. Да. В общем, Бог во главе. Well, that's it. It's the group conscience. Это групповое сознание. And the group conscience comes from within. И это групповое сознание приходит изнутри, да, изнутри каждого из нас. And I've personally watched this happen. Where И я был свидетелем, когда происходили такие ситуации. First of all, we don't vote on anything. Мы не голосуем. Without every member of the group being informed. Мы никогда не проводим голосование, если кто-то из членов группы не, кому-то из членов группы не сказали о том, что будет производиться голосование. And the way I am most familiar with it is if a person at a business meeting puts an idea on the table. И также, вот как мой опыт, да, показывает, что если кто-то во время рабочего собрания предлагает какую-то идею, it has to be seconded. Мы обычно ставим ее на второй план. Then it is discussed. Потому что ее нужно сначала обсудить. The secretary takes notes. Секретарь делает заметки. Those notes are read to all the members who were not in attendance during the next month. Эти заметки отправляют всем членам группы, которые пропустили рабочее собрание. Then it is discussed a second, maybe a third month. То есть потом этот вопрос обсуждается через месяц или через два. And anything that's voted in needs a 2/3 majority. И потом, когда уже этот вопрос обсужден и проголосован, необходимо как минимум 2/3 голоса, чтобы было 2/3 большинства голосов. If it passes, then the chairperson asks for a minority opinion. Если это идея, да, то, что обсуждается, если это согласовано, то
все равно ведущий спрашивает другие мнения. Say 7 out of 10 voted yes, 3 out of 10 voted no. The 3 get to submit the minority opinion. Если 7 из 10 проголосовали «да», 3 из них «нет», тогда 3 человека имеют право сказать свое мнение. And then that is also read to the group during the next month, the minority opinion. И это тоже зачитывается группе в следующем месяце, как мнение меньшинства. So the group has the opportunity to change its mind. Потому что тогда у группы есть возможность изменить свое мнение. And I've been at business meetings where only one person objected. И я был на группах, когда только один человек возражал. But after everybody thought about it for a month, но после того, как все об этом раздумывали в течение месяца, people changed their votes. Люди меняли свои голоса. Because more information had been presented. Потому что больше информации, они узнавали больше информации. So nothing is done quickly. Ничего не делается быстро. And it's just the way it is when you're operating a benign anarchy. Это ничего не делается быстро, но это просто так, как должно быть. Когда вы стараетесь не управлять, а когда вы стараетесь организовать работу доброй вот этой вот анархии.